Так, никуда сейчас не еду, но просто удобно, телефон держать не надо, и зарядное устройство работает. Заметил, что много просмотров из России, Украины тоже, и хотел на секундочку оторваться от Канады, хотя это тоже связано, и поговорить о том, что происходит сейчас в том регионе, Россия, Украина. Сразу скажу, мое личное мнение, судить о том, что происходит внутри России или внутри Украины, не имею морального права на то, потому что я там никогда не жил и не живу, и я считаю, что судить должны те люди, которые там находятся, а не те люди, которые смотрят издалека и говорят, вот они такие или такие. Тем более, что, опять же, питаться я могу, в принципе, только из СМИ. И понятно, российские СМИ говорят одно, украинские СМИ говорят другое. Мы уже говорили про СМИ, это во всем мире у вас, во всем мире у вас и у нас есть, что СМИ уже давно перестали давать объективную информацию и говорят так, как им говорят говорить. Вот. Поэтому, опять же, что происходит внутри, я не могу знать толком. Да, в России диктатура. Понятно, что демократии там нету. Там чистая диктатура, но мы с вами говорили, на сегодняшний день даже в Канаде диктатура. Так что сегодня большинство развитых стран, которые считают себя демократическими, они на самом деле диктаторские, и это понятно, особенно западные страны, Канада, Америка, потому что у них даже выборы не совсем демократичны, вот, и система выборов. И поэтому как бы на сегодняшний день почти что весь развитый, так сказать, демократический мир, он в принципе сидит на диктатуре, и особенно с тем, что почти во всех странах признано не такое, как у нас, чрезвычайное, сверхчрезвычайное положение, типа военного положения, но есть в какой-то степени чрезвычайное положение, которое уже говорит, что это не демократия. Вот. Поэтому, опять же, кроме того, что да, в России диктатура, в Украине я не знаю, насколько диктатура и кто там влияет на кого. Опять же, я там не живу, поэтому говорить об этом сильно не буду. Но хочу поговорить об отношениях, о том, что происходит сейчас между Россией и Украиной. Ну, во-первых, кто говорит, что война России с Украиной, я считаю, что надо понимать, что война на самом деле не происходит между Россией и Украиной. Украина просто между молотком и наковальней. Она просто посередине, и она как бы получает все удары на сегодняшний день. В принципе, как бы я считаю, что ни Путину, ни России украинские земли не нужны. Россия огромная страна, ее не заселить никогда в жизни с теми просторами, что у нее есть. Поэтому лишний кусочек земли, что Крым, что Донбасс, Луганск, России не нужны. Как бы, понятно, что все вот это вот, то, что аннексировали Крым, и то, что поддерживают повстанцев в Донбассе и Луганске, это сделано не для того, чтобы действительно захватить территорию на самом деле, или как-то расшириться, или что-то такое. На самом деле борьба идет между Россией и Западом. Как не смешно это кажется, всю жизнь кричали Советский Союз против Запада, тыры-пыры тролливали, а тут тоже получается самое. Россия против Запада. И все очень просто объясняется. Россия ядерная держава, большая, с большими деньгами, много полезных ископаемых и так далее. И она хочет занимать определенное место в мире в плане влияния на всемирную политику. Я думаю, никто с этим не соглашаться не будет. Это довольно понятно, довольно понятный факт. Значит, что она это хочет. И теперь придем к тому, чего хочет Запад. Во-первых, Запад не хочет, чтобы Россия имела какое-либо влияние вообще, ни на кого. Потому что Запад, неважно, кто президент, кто не президент, хотя Трамп чуть-чуть по-другому был, он больше думал об Америке, чем о внешней политике. И, значит, Америка не хочет, чтобы Россия имела хоть какое-то влияние на кого-то. Хорошо это или плохо, это я не знаю. Как бы, опять же, это каждого индивидуальное мнение. Вот. И война, которая сейчас наворачивается, не думаю, что будет на самом деле война. Она происходит именно за это, за влияние на всемирную политику. Значит, расклад простой. Толком
Америка, Запад, будем говорить только Америка, есть НАТО еще, Запад не может ничего сделать России, потому что Россия, как ни крути, ядерная держава. Поэтому как-то ее слишком сильно прижать, довести до отчаяния, это очень опасно для здоровья Запада, потому что может аукнуться. Вот, значит, да, есть еще много ядерных держав на сегодняшний день, Китай, Индия, Пакистан и так далее, которые тоже, но они и не рыпаются, они не пытаются никак повлиять ни на всемирную политику, им по барабану вообще. Иногда такое чувство, что они просто вот, их если не трогают, так они никого не трогают. У них есть это, но они друг против друга, опять же, там Индия, Пакистан, вот они вот, чтобы друг на друга не напасть, у них есть ядерное оружие. А Россия хочет иметь влияние на всемирную политику, что в принципе со стороны России понятно. Россия это большая страна, держава, и она хочет, испокон веков она хотела иметь серьезное влияние на политику всего мира. Даже Российская империя, и когда это все было, и до революции, и после революции, и после демократии сейчас то, что пришли, так называемые. Это то, чего хочет Россия, это то, чего не хочет допустить Запад. Вот. Опять же, Россия ядерная держава. Что можно сделать? Надо со стороны Запада. Чтобы не допустить Россию влиять на всемирную политику, надо нейтрализовать то, чем она может угрожать. Значит, она ядерная держава, значит, надо нейтрализовать ее ядерное орудие. Ну, во-первых, это глупо, потому что у них ядерное орудие есть и на подводных лодках, которые находятся не так далеко от побережья Америки, все это знают, так же, как американские подводные лодки находятся около России. Вот. Но самая большая, конечно же, угроза это от межконтинентальных баллистических ракет, поэтому надо как-то это устранить. Вот. И Запад решил огородить Россию противоракетными защитными установками. Что типа, если Россия решит что-то пульнуть, загасить на месте прям там, ну максимум Европы половина там сгинет как бы от последствий атаки, но до Запада ничего не достанет как бы в этом плане. Вот. Они решили поставить патриоты. Патриоты будут знать, кого сбивать, кого не сбивать. Если это в какую-то там европейскую страну что-то и летит, так можно и пропустить, а то дорого стоит сбить. А если в сторону Запада, так надо завалить и так далее. Вот. Значит, это было решение Западом на ту возможную угрозу со стороны России воспользования ядерным оружием. И вот они решили потихонечку ближе к границам России понаставлять этих установок. Ну, в России тоже как бы Путина можно называть диктатором и так далее, но уж точно не дураком. Как бы в России там не сидят дураки наверху, и они сказали, ну ладно, ребята, мы понимаем, что вы пытаетесь сделать, но не надо. Вот зачем лишь бы рыпаться, там, зачем начинать вот эти вот противостояния, вот эти вот проблемы. Давайте жить как бы спокойно, не трогайте нас, мы будем влиять, как мы влияем на всемирную политику, вы будете влиять со своей стороны, вот так вот будем спорить, ругаться, все. Но, опять же, Западу это не очень подходит. Решили они, короче, понаставлять этих установок на границе с Россией. Теперь, у России проблема. Как бы, но не хочет она эти установки. Что делать? Она не может же разбомбить установки на территории суверенной страны. Поэтому Россия затеяла с Украиной. Вот это вот был последний, как бы, как говорится, последний прикол, что уже просто Россия не могла как бы дальше так продолжать. Что Украина решила вступить в НАТО. Если Украина вступает в НАТО, значит НАТО спокойно может на ее территории, на границе расположить защитные установки. Вот. Чего Россия хочет не допустить. Поэтому Россия поддержала вот это Донбасс, Луганск, ну Крым там, Черное море, как бы владеть Черным морем более-менее, не допускать там подводные лодки или что такое. А Донбасс и Луганск это просто, чтобы завязать Украину финансово, чтобы она не могла достичь уровня, который требуется, чтобы вступить в НАТО. У НАТО есть свои стандарты. Чтобы вступить в НАТО, у тебя должна быть определенная армия, определенно натренирована, определенно вооружена, плюс денег должно быть побольше, как бы, потому что за НАТО надо платить каждым членам НАТО. Вот. И Россия сказала, окей, ну попробуем сделать это проще, чтобы у Украины не было денег на усовершенствование в этом плане, и чтобы она не могла вступить в НАТО. И вот они затеяли всю эту ерунду с Донбассом, Луганском.
поддержали там этих вот, да, они туда залезли, послали туда солдат, не послали туда солдат, опять же, доказательства со всех сторон, думаю, что да, послали, без всякой связи то, что говорит западная СМИ, ну, потому что это как бы логично и понятно, и вот они, да, неплохо так завязали Украину под замочек с этим Донбассом, и украинцы, как бы, если они только бы жили сами своими деньгами, они бы не смогли позволить себе и тусоваться на Донбассе, держать там постоянно армию, кормить, обувать, вооружать, и к тому же еще улучшать свою армию до такого стандарта, как натовский стандарт. Теперь, вроде как бы казалось, все так как бы затихло, там стреляли туда-сюда, как бы все это вот продолжалось, закрутилось, но тут Запад сказал, окей, ну, все понятно, давайте поможем, подтолкнем Украину. И поможем ей деньгами и остальным, чтобы она вступила в НАТО. Послали Канада, Америка, там, Европа, послали своих инструкторов тренировать украинскую армию. В этом есть другой прикол, кого именно тренировали там украинцы и канадцы и американцы. И опять же, как мы видим на примере Афганистана, ты сегодня можешь поддерживать, тренировать одно, а завтра тот же самый повернется против тебя. Но вот американцы не учатся, как бы, так же, как и русские не учатся. Вот. И они, короче, решили вкладывать именно бабки. Тренировать армию, дать им оружие, вооружить их, дать им бабки, чтобы они подходили по стандарт НАТО побыстрее. И чтобы побыстрее вступили в НАТО, и тогда можно будет ставить защитные установки. Ну, вот как только они это решили, Путин сказал, что я вас понял, надо усугублять обстановку, потому что просто затягивая Украину в финансовые растраты, финансовый кризис, это не помогает. Значит, надо сделать что-то покруче. Вот он начал вот эти вот учения, которые были понятно, что, как, почему и к чему. Хотя я думаю, что надежда была на то, что Запад увидит это и немножко сделает шаг назад. Но в Западе Байден и в Западе корона, и все хотят немножко, Европа, Америка, они все хотят немножко отвлечь своих людей от проблем, которые у них дома, инфляция, болезнь и так далее, с которыми никак не можешь спрашивать, растущее негодование простого народа против этой системы. И они решили, надо поставить нового врага. Надо сделать нового врага. И вот они сказали, мы не пойдем шаг назад. Раньше это работало. Раньше они шли шаг назад. А сейчас они сказали, у нас терять нечего, потому что нам надо отвлечь людей от того, что происходит у нас дома. И вместо того, чтобы сделать шаг назад, они просто убыстрили темп. Начали посылать оружие. Там Англия послала оружие, Канада послала оружие на 8 миллионов и так далее. Ну, ребята, как бы... Тут как бы идет просто столкновение между Западом и Россией, и они бодаются головами друг с другом, но проблема в том, что они не бодаются напрямую друг с другом, потому что не могут, потому что обе ядерные державы и так далее, а они играют, знаете, как была такая игра в детстве, как называется, выбивала, то что мячиком, вот у тебя посередине есть кто-то, и тебе надо его выбить мячиком. Или можно, например, сказать, вот футбол, например, когда играют только два вратаря, а кто-то посередине судья, по которому постоянно мочат мячом. Вот Украина оказалась посередине. Ее, чтобы продвинуть свои интересы, Запад подставил Украину под российский удар. А Россия, так как не может на Запад пойти, у нее не остается выбора и, да, бить по Украине, как бы, и правильно это или неправильно? Абсолютно неправильно. Ни с той, ни с другой стороны. Запад не должен влазить куда не надо. Запад, как они кричат, что Украина суверенная страна и должна подниматься, и должна стать лучшей, то все 30-е. Ну, и опять же, это не то, что я поддерживаю Путина. Как бы Путин сделал много вещей, которые, да, повлияли на меня, не изнутри России, а именно внешняя политика Путина, вот это вот его влияние, не хотение, а именно влияние на внешнюю политику мировую, тому, кому он посылал оружие, тому, кому они продавали оружие, это все повлияло, например, на Израиль тот же, потому что он поставлял оружие террористическим организациям неофициально через черные каналы и так далее, или через
диктаторские режимы типа Ирана и Сирии. Он как бы официально поставлял оружие Ирану, Сирии, а то, что это оружие потом сплавлялось террористам, которые терроризировали Израиль, это уже другое дело. Поэтому у меня любви к Путину нету как таковой. Но я обязан, я считаю, смотреть на вещи, особенно которые не внутри Канады, более-менее объективно. И на мое объективное мнение, как бы, ну, нету у Путина и у России другого выбора на сегодняшний день, если они не готовы упасть под Запад. Вот. Как бы нам неприятно это было бы слышать, как бы, опять же, я же говорю, у меня с Путиным есть определенные проблемы, например, ну, у меня с Путиным, да, есть определенные проблемы в плане его внешней политики, которые влияли напрямую на меня лично и на людей, которых я знаю. Но это не означает, что на данный момент вот в ситуации Россия-Украина, что тут можно кого-то обвинять. По крайней мере, ни Россию и ни Украину. Как бы Путин делает для России то, что считает действительно как бы нужным для России в плане внешней политики. Внутренняя политика, опять же, не буду влазить. Скажу только, что я считаю, что Путин мог сделать Россию и людей в России намного богаче, чем это происходит на самом деле. Это да. Но, опять же, я не президент России, не премьер-министр, и даже не министр, и даже не гражданин России. Поэтому влазить туда не буду. А в плане внешней политики, ну, ребята, что посеешь, что пожнешь. Запад знал, куда лезет, и знал, что делает. И если бы он не лез так упорно поставить защитные установки ракетные против России, то я не думаю, что вообще до такого бы докатилось изначально. Как бы, да, ну, я извиняюсь, я сейчас выражусь, да, срать Путин хотел на Украину. Ну просто, ну не надо ему, ну плевать ему на эту Украину. У него проблема не с Украиной, у него проблема с Западом, которые хотят ограничить его влияние на внешнюю политику. Все. В этом все заключается. Ни русскому народу, ни украинскому народу нифига не надо вообще это. Ничего там не надо. Ну, не было бы вот всей этой белиберды с НАТО, ну, посмотреть, сколько лет уже есть. Вот Украина отдельно, Россия отдельно. Но не лез он ни в Крым, ни на Донбасс, ни Луганск, потому что не надо ему это. А полез он только тогда, когда почувствовал опасность, что если сейчас Украина войдет в НАТО, значит будет, понятно же, делать все, что говорит ей НАТО, а в принципе все, что говорит ей Америка. Потому что все НАТО в какой-то степени оплачивается Америкой. Вот Трамп, например, хороший, плохой, неважно. Вот он сказал, что, ребята, я больше за НАТО платить не собираюсь лишние деньги. Да, помогать вам могу, но пусть все платят. Это защищает Европу, вот пусть все платят за НАТО. Потому что получается, что Америка оплачивает почти что все НАТО. Вот. И как бы, если бы, я думаю, НАТО не сильно бы напирало в плане ввести Украину в НАТО и поставить там защитные ракетные установки, то наверняка ничего бы не было тут сейчас. Ни сепаратистских движений каких-то вот на Донбассе, в Луганске. Опять же, я осуждаю то, что сделали с Донбассом и Луганском. Украина это суверенная страна, имеет право на суверенитет, имеет право на решение своей политики внешней и внутренней и так далее. Нельзя было это делать, ну, нечестно это делать, как бы незаконно это делать. Вот Донбасс, Луганск, Крым, это в принципе незаконно делать, но, послушайте, когда припирают к стенке, вот видите, тут припирают к стенке людей, они пошли в конвой. По всему миру приперли к стенке людей, они пошли все в конвой. Ну так что вы хотите от России, когда, например, если Путин решил, что его приперли к стенке, вы хотите, чтобы он не отреагировал? Ну тогда это не Путин и не Россия. Россия всегда реагировала и до Путина, и до большевиков, и даже до Российской империи. Ну как бы так это было всегда. Почитайте историю. И поэтому я считаю, что то, что происходит сейчас, не должно происходить. Никто не должен страдать, ни украинцы, ни русские, ни армии, ни простые люди, на которых это все влияет. Это не должно было произойти. Я думаю, что это должно становиться, но опять же, идеально
Это если ни у кого не будет ядерного оружия, и все будут заниматься политикой своей страны больше, чем политикой чьей-то страны. Но мы знаем, деньги правят миром, там много завертано, закручено, оружие продавать надо кому-то, то все, куча бабла делают на этом. И политические элиты, которые сидят в каждой стране, они все кормятся от тех, кто делает, кто имеет кучу бабла. Поэтому, ну вот, опять же, мое мнение, уверен, будет реакция и положительная, и отрицательная, надеюсь, хоть адекватная. Отвечу на любой комментарий. Опять же, считаю, что в этом плане, в то, что происходит, не виновата ни Украина, и в какой-то мере не виновата даже Россия, потому что ее просто приперли к стенке. И надо с тем, что я не очень долюбливаю Путина и его политику и так далее, я должен признать, что тут ребята приперли к стенке, а знаете, как вот раненый зверь всегда опасный, всегда опаснее, чем не раненый зверь и так далее. Вот когда ты припираешь кого-то к стенке, у него просто нет другого выбора, он может пойти на все, включая даже ядерную атаку. Ну, Путин, конечно, до этого не дойдет, вот, потому что это уж совсем, но, опять же, то, что он делает потому что он чувствует себя раненым зверем, которого просто припирают потихоньку к стенке. И он не хочет быть заперт в клетке и не хочет быть припертым к стенке. Люблю я его или нет, это то, что происходит. Надеюсь, что многие со мной согласятся, потому что это довольно-таки объективный обзор. Не про украинский, не про русский, не про российский. Это чисто вот я смотрю со стороны, что происходит, и понимаю, что дело не в самом конфликте между Россией и Украиной, а дело в том, кто начал и как до этого конфликта дошло. Потому что факт налицо, что столько лет и Россия Украину не трогала, и всем было все хорошо, и даже газ продавали дешевле. Вот, но вот так вот получилось. Надеюсь, что как-то это все-таки обойдется без кровопролития. Надеюсь, что Запад или отступит на шаг-два шага назад и вообще перестанет туда лезть. Что ему туда лезть, я вообще не понимаю. Ну, не захватила бы Россия Украину никогда в жизни просто так, и не полезла бы вообще в Украину, так же, как Россия не захватит другие республики, бывшие республики СНГ и так далее. Ну, нафига им? Слушай, там столько земли, а народу мало, сравнительно с землей. Как бы, это как в Канаде. В Канаде земли больше, чем в Америке, а живет 39 миллионов, я не знаю, сколько еще живет. Вот, ну, зачем сейчас в Канаде, например, Аляска? Вот нафига Канаде Аляска? Вот что им это даст? Вот зачем? Все, а кроме этого, как бы опять же, ожидаю ваши комментарии. Думаю, их будет немало. Положительные и отрицательные. Готов принять все, покуда мы остаемся культурными, адекватными в обсуждениях и в том, что говорим. Не знаю, хорошо ли я сделал тем, что поставил этот ролик, но надеюсь, люди меня поймут и примут мое мнение как нейтральное. Никому не хотел ничего плохого сказать и сделать, ни против кого не хотел агитировать, ни против Украины, ни против России. Хотя, да, получилось, что немножко агитирую против влияния Запада на эту ситуацию. И вообще, честно сказать, я как бы считаю, что действительно каждая страна должна заниматься своим. Вот, например, у меня есть мнение про Афганистан, я тоже поставлю ролик, очень интересно, как бы, вот как там все получалось, и это только покажет, что и докажет то, что я сейчас говорю, что каждая страна в первую очередь должна заниматься счастьем своего народа, а не лезть в чужие дела. Вот, и если бы Запад не полез куда не надо, может быть, ничего бы и не было. А если бы трудно, например, то, чтобы давать, вообще все это завернуть и давать 500 миллионов долларов Украине, потому что у него заместитель украинка, и оружие там на 8-10 миллионов долларов, если бы он вместо этого эти деньги каким-то образом вложил бы в своих людей, в своих граждан, то я думаю, в Канаде жить было намного лучше. Тут столько проблем, на которых не хватает денег, включая медицинскую систему, что есть куда девать деньги. Вот. Если бы не захотели поставить патриоты на Украине, может быть, у нас было бы больше денег тут в Канаде. Но, к сожалению, это не все так просто, не все как хотелось бы.
Опять же, жду ваши комментарии, пожалуйста, присылайте. Я всегда рад видеть, всегда рад ответить. И подписывайтесь на мой канал. Не знаю, если вам понравилось то, что я говорю, если вам стало интересно как-то моя точка зрения, подписывайтесь, потому что собираюсь выпустить еще больше роликов и про Афганистан чуть-чуть задену, и расскажу про канадскую медицинскую систему, кстати, что тут происходит, чтобы людям не казалось, что тут рай на земле, и так далее. Как бы. Будем на связи.